Приветствую вас, друзья! Вы на канале Золотая Лопата. А значит, у нас сегодня новый день и новые приключения. Находимся сейчас мы в данный момент на трассе. И направляюсь я в сторону Кировской области. Хочу проверить там поля. Остановился тут так, написать начало видео. Решил все-таки сегодня записываться. Вначале не хотел. Сижу, пока переодеваю обувь. А далее буду направляться далее. В планах мне пройти сегодня вдоль границы поле-лес. По полям пойду. В чем этот лес и поле? Граница примечательная то, что рядом находились, как бы сказать, летники, там каналы мелиорации, могут попадаться тяжелые запчасти. И рядом проходила, да и в данный момент даже сейчас проходит железная дорога. Возможно, раньше. Вот остановился я здесь на трассе. Вот тут такая красота, посмотрите, у нас уже осень. Так, сейчас оба кроссовки закидываем. Взяла с собой покушать. Металлики, бензик заправил. Опа. Ну все, погнали навстречу новым приключениям. Посмотрите, ребята, заехал я сюда вот рядом с ЖД дорогой, действующей на данный момент. Рядом проходит тоже дорога. Стою посередине поля и хочу пройти вдоль вот этой железной дороги. У меня, значит, здесь, смотрите, сейчас покажу. Находятся кусты, заросли. Вот буду проходить далее вот до этого угла и дальше вдоль поля. В чем примечательно то, что видите, тут такой вот как пятачок такой. Вот, возможно, здесь что-то могло быть. Трактора могли ремонтироваться. Посмотрите, вот до сих пор это все существует, все стоит. Все это поле. Будем пробовать, друзья. Смотрите, прошло некоторое время. Прямо рядом с автомобилем у меня сразу же выпал лемех. Ложим его. Первый сигнал. Вторым сигналом у меня выпала вот эта ось цельная. Это прямо рядом с ЖД. Я подошел. Весит тоже хорошо. Опа. Вот так вот пусть там сидит. Подпереть надо, чтобы не каталась. Ну вот эта мелочевочка, это ближе к машине, когда обратно возвращался с телефоном, чтобы снимать видос для вас, друзья. Начало есть. Первый металл. Трактористы он ездит, как бы не приехали, не сказали ничего, не выгнали с места. А я буду продолжать дальше копошиться. Вот здесь вот у нас сигнальчики. Вот здесь я выкопал вот этот уголок. А тут смотрите, какой сигнал. Прям вообще громадный такой. Как громадный? В пределах разумного, конечно. Сейчас копнем. Ух, земля зашевелилась. О, вот смотрите. О-хо-хо. О-хо-хо. Вот это да. Что-то хорошенькое попалось, да? Вон, что вылезло. Надо сбоку подковырнуть. Еще тут. Опа. Пошло дело. Ой. О. Вот такая вот станина. Ага, я такую уже раньше вроде видел на ферме. Да, на ферме я такое видел. Здесь стоял такой, как этот движок и звездочка, что ли, такая. Круто, друзья. Хорошая находка. Посмотрите, что за находка мне попалась. Одна из моих любимых. Зуб мамонта.
Вот он, прямо на поверхности лежит. О! Обломанный, походу. Или целый. А, загнутый он. Целый загнутый. Вот. Еще вон какая-то железка тут. Здорово. Потащил я к машине все. Вон автомобиль. Все, рядышком хожу вокруг. Ребята, вот здесь вот проходит ЖД. Тут просто не видно за кустами. Вот, может, сейчас увидите. Нахожусь в кустах. Выпадает вот такая вот хорошенькая 2 сантиметра, наверное, толщиной шестереночка. До этого тоже сейчас был тут сигнальчик у меня. Тоже выпало такое хорошенькое железо. Маленькое, компактное. Что тут вот сигнальчики так-то идут. На поле сигнальчики немножко закончились. Сейчас тут немножко похожу. И дальше пойдем. Находки. Опа, такая звезда. Весит хорошо. Вот такой вот от подшипника. Тоже нормально. Ну, вот жестянка. Так, вот цельная железка. Вот, тоже что-то такое было. Выкидываем. Вот эта интересная штука я нашел. Смотрите, тут лемех прицеплен. Лемех обрезали, прицепили. А с этой стороны ручка. Что такое интересно? Здесь еще жестянка от трактора, видимо. Вот такая вот штукенция. Вот так. Все, прижалось. Немного, но и немало. Главное, что есть. Продолжаю копать. Думаю переехать, а это не стоит. Ладно, удаляюсь опять сюда в заросли и начинаю тут ходить. И выпадает мне соединяшка рельс. Еще помимо этого вот жестяночка была. Возвращаюсь уже туда, сходил далеко. Тут трактор у меня гоняет. Вроде ничего не сказал тракторист рядом, когда проходил я. Там проходит дорога. Здесь ЖД. Сейчас возвращаюсь к автомобилю. Пока находки складываю. Хочу там проехать по этой дороге. Там тракторист уже перепахал, потому что по полю не проехать. А пока прохожу вдоль ЖД. Ищу тут сигналы. Ребята, съехал я с поля на дорогу. Сейчас еду забирать находки. И дальше буду продолжать ехать по этой дороге до самого угла поля. Возможно, на углу что-то и было. Может, техника стояла, может, еще что-то. Ну, сейчас увидим мы. Что мне выпало. Такая штучка. Нахожусь рядом с ЖД. Вон оно проходит за кустами. Вон там автомобиль у меня стоит. Сейчас посмотрю. Может быть, еще что-то сигнальчики какие-то есть. Ну, это лопата. Переехал я, значит, тракторист тоже рядышком где-то что-то катается. О. Ага, сейчас понял, лопату возьму. Тракторист тоже рядом катается. Значит, вот, пока ничего не говорил. Доехал я почти до угла поля. Решил вначале тут со стороны ЖД посмотреть. Ух ты! Вот это да. Что за болванка такая там? Что-то хорошее. Цель металл. О! Не идет лопата-то. Это ЖД металл, какой-то хороший попался. Да, посмотрим, вместе с вами откапываю, друзья. Вместе с вами нашел, вместе с вами откапываю. Что такое?
Интересно, само место. Вот такие вот места. Друзья. С этой стороны я пробую. Что-то пошло вроде. О, это подкладка, друзья. Вот такая вот штучка. Весит хорошо. О, вот так вот. Фу. Сейчас буду дальше ходить. Перекусил я немножечко. Ну и сейчас пойду дальше. Вот здесь вот пройдусь. Только тут что-то все заросшее какое-то. Плохо ходить. Ну ничего, посмотрим. Может что-то и попадется. Ребята, смотрите, очередной сигнал. Какой-то сигнал, какой-то ближе к черному идет. О. Походу что-то хорошенькое опять. Ну-ка, попробуем поймать. О, что-то большое, что ли, опять попалось. Ох, как хрустит. Хрустит хорошо. Встретил сейчас грибника. Раньше, говорит, тут грибов много было. А сейчас тут одни мухоморы. Ой. Тут одни мухоморы. Мухоморы, кстати, тоже хорошо принимают ведь. Что такое? Ой, блин. Поддалось мне это вообще. Идет очень правда. Что такое может быть-то? Корни еще тут. Ух ты, смотрите, тяга что ли какая-то? Что такое может быть? О, это рессорина что ли? Рессорина. Рессорина. Ой, блин. Вот. Вот я понимаю. Да, вот она рессоринка. Куда там застряла-то? А нет, что-то не рессора или рессора. Что там еще держит ее? Вот такая железяка. Чего, я даже сам не знаю. Трактора, может, поезда. Но один фиг же. Железо хорошее. Смотрите, какая тут яма. Домовая, может. Так, металл выкидываю на дорогу. Дорога проходит у меня уже вот здесь, вот смотрите. Прям рядом с ЖД. Пока сюда кину. Чтобы потом было легче таскать. Здорово. Фу. Тяжелая штучка. Цельная, считать, что. Что интересно. Есть что-нибудь еще? Нет. Ну-ка проверим. Металликом. Что-то еще звенит. Вот посмотрим. Может, конечно. Ладно, одна. А, вот она. Вот она. Эта штука звучала. Видимо, цветная, что ли. Алюминий, походу. Или тонкая жестянка. Ну, так. Ребята, нахожусь в данный момент на перекрестке. Ниву оставляю пока тут. И иду на угол поля. Вот здесь вот как раз угол уже. Возможно, тут что-то и было, стояло сейчас. Может быть, и попадется мне интересно что-то. А так, все, машину оставляю здесь. Сигнал, который я нашел сейчас, тяжеленький, рессоринку. Или что-то такое было, не знаю. Загрузил. И все, сейчас отправляюсь вот сюда вот,
все чесать буду. Я думаю, тут могло быть в уголке поля какая-то стояночка, техника могла стоять. Ну и посмотрим, получится у меня угадать, где металл лежит или нет. Интересная находка. Это аккумулятор. Пластины свинцовые. Он недалеко от автомобиля в лесочке. И ведро вот еще выпало мне. Ведра-то да. После последнего видео я на них особо обращаю внимание. В одном из последних, точнее. Как ведер насобирали 300 килограмм. Буду выкапывать сейчас находку КБ. Прям наверху валяется. Вот видите, она прям ходит. Это по ходу дела борт. Сейчас буду его доставать. Заваленным деревьями. Так. По ходу дела, как сзади борт, который открывается на автомобиле, на грузовике. Похож уж больно на него. Попробуем поднять. Конечно, жестянка это, но все-таки лучше, чем ничего. Опа. Вот он. Ох, как он туго идет, друзья. Так что буду немножко окапывать. Вот он тут. Большая такая жестянка. Круто. Ребята, достал я железку. Их оказалось 2 штуки. Вот. И вот. Наверное, думаю, это борта. А что еще придумать? Не знаю. С одной стороны штырьки вот такие. И такие вот зацепы. Фу, теперь до автомобиля тащить. Конечно, жестянка такая, но вес имеет. Плюс копилку. Вот, ребят, между деревьев вот так я загнул, потому что не вмещается в прицеп. Прицеп у меня маленький. Вот настолько торчит. Вот вторая. Сейчас буду запихивать и эту снова загибать, вторую. Это сложнее идет. Она поцелее выглядит. Зацепил за машину. Сейчас посмотрим, как она пойдет. Блин, так неудобно. Ладно. Так, немножко согнулась. Перецепил под больший угол. Посмотрим, как сейчас пойдет. Вот так вот, хорошо. Загрузил оба борта. Вот один, вон там второй. Все, отлично. Пошел я дальше копать, друзья. Попил кваску. Вот такие вот дела. Сейчас интересно, что же еще попадется. Что еще нам подготовил
земляной дед. А погода, смотрите, какая хорошая. Разгулялась немножко, дождь немножко прошел, и сейчас все отлично стало. Какая красота. Все желтое. Выпала очередная находка. Нес ее в кучку. Прозвучал еще один сигнал. Вот сейчас вместе с вами его подниму. И покажу, посмотрим, что такое. Что у нас тут такое вышло? Где? Вот, где выкопали. Вот, получился. У нас тут лемех. Выпал лемех. Озвучал, кстати, как-то не очень хорошо. Не так ясно. Значит, обогнул я угол поля. Тут металл пошел более-менее нормально. Кучка у меня тут уже менее чем за 5 минут увеличилась. Вот я тут новую кучку начал делать. Так. Сейчас буду тут, значит, ходить вокруг. А тут что такое? Показалось. Думал, уж металл. Мерещится. Буду сейчас вокруг ходить. И вот видите, тут там еще просвет. То есть я тут в таком пятачке стою на поле. На пятачке. На островке. Вот, думаю, тут нам можно набрать металл. Прошелся еще немного по полю. Вот попались такие вот находочки. Конечно, жестянка. Но все-таки металл. Так, кастрюля, она у меня пойдет в другое место. Так, теперь лемех. Опа, такая вот железочка. Потом какое-то вот ухо. Такое вот еще. Палец. Так, а там вот такой вот, как я вначале думал, лом. А это оказалась такая, как ворошилка. Вот тут она цепляется. Так, потом это еще от плуга. Так. Там вот такая вот трубка. Латунь. Это в другое место она идет. Так, и вот эти вот тросы. Немножечко. 2 троса небольших. Это вот весь в веревке какой-то. Вот так и пойдет. Вот так вот. А кастрюлю я приготовлю под свинец. Нахожусь на самом углу поля. Вот тут недалеко я борта поднимал. Вот здесь поднял трубу только что. Вот она. Здесь же всякие колеса валяются. И тут, смотрите, тоже рядом с колесом сигнал. Что-то тут прям наверху валяется. Что-то такое хорошее, видимо. Не знаю. А может и нет. Вот жестянка. Решил с вами посмотреть, что это такое. Склоняюсь больше к жестянке, думаю. А, вот она. Все, вижу. Вот она, верховая, смотрите. Верховая. Но все равно приятная такая. Толстенькая такая. Не прям такое сыромятенькое. Это чего-то. Да, видимо. Чего-то. Уже вросла в корни.
Надо откапывать. Уже даже подустал сегодня. Наверное, думаю, домой может сваливать. Или стоит еще копнуть. Металл, который выкопал, весь принес уже в автомобиль. Все сложил. И думаю, может все покушать и дальше копать. Ну, посмотрим. Вот, ребят, смотрите. Это оказалась жестянка, но такая большая довольно-таки. Затащил до автомобиля ее. Запихиваю все. Так. Ну и вот эту жестянку. Что там, сколько она высотой-то? Ну где-то метр 80, наверное. 1,90 м. Так вот запихтюрим сейчас. Перевернем. Вот так вот. Слишком большая. Согнуть надо. Вот тут еще и поезда гоняют. Так, сгибаю ее. Все, согнул. Все, сейчас вылезет отличненько. Без проблем. Ребята, нахожусь на все том же месте. Смотрите, откапываю один механизм, выходит другой. Выходит какая-то труба. Вот она. Вон тут то же самое колесо, тут последняя находка. А тут еще что-то, смотрите, вот. Какой-то тут механизм или что-то такое, не понимаю. Какой-то круг. Или ось, может быть, нет? Не ступится. Фиг его знает, друзья. У меня уже садится, ой, кончается вот этот место в телефоне. О, все в корнях. А, она маленькая, но вся в корнях. Вот так вот. Фу, друзья, устал уже на сегодня. Буду показывать вам только сейчас, наверное, конечный результат, когда буду закидывать, и все. Вот, друзья, и итог. 280 килограмм за 47%. По цене 22,30. Ну и сумма 5, грубо говоря, 800. Думаю, неплохо. А теперь, друзья, до скорых встреч. Всем пока.